Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Кажется, эти магнитики не могут отойти друг от друга. Девятое место. То, как он им любуется и восхищается. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тайна Вигу. Почему Тэхён и Чангук выбрали этот путь? Жизнь до и после армии». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? У Чангука всегда один выбор – его Тэхён. Седьмое место. Этот момент, когда Став хотел, чтобы Тэйкук не стояли вместе. Шестое место. Поведение пары. Подборочка флиртующего Чангука и смущающегося Тэхёна. Годы идут, но что-то неизменно. И это о счастливой улыбке на лице Чангука. Пятое место. Ты принадлежишь лишь мне, как и я тебе. Четвертое место. Забота. Дорожить отношениями – это значит всегда думать и заботиться о ком-то на 60% больше, чем о себе самом.
Третье место. Новости. Амжеин, ведущая КБИС и посол языковой программы Министерства культуры, спорта и туризма, призналась, что ее идеальный тип – Чангук. Ага, мечтать не вредно, но, увы, не ее партия. Его улыбка, как солнце после долгой бури, теплая, живая и бесконечно целебная. Отдать все ради этого сияния – самая маленькая цена. Когда автор поста находилась в магазине Snow Peak, раздумывая над цветом куртки, которую носил Тэхён, один из сотрудников сказал: «Эту куртку скоро раскупят, потому что Ви ее носил», — вставила автор. Сотрудник улыбнулся и ответил: «Да, именно так». Когда автор сказала: «Вот почему я тоже пришла ее купить», сотрудник добавил, что в тот день много иностранцев тоже купили эту модель. Автор отметил, что эффект модели Тэхёна был очевиден и впечатляющим. Тэхён, что ты творишь? Не останавливайся. Дэвид Стюарт, соавтор и продюсер песни 3D, поделился в своем Instagram новостью о том, что трек преодолел отметку 1 миллиарда прослушиваний. История создается прямо сейчас. Вклад Чангука в музыку невозможно переоценить. Он объединяет миллионы людей по всему миру, создавая песни, которые становятся настоящими хитами и символами эпохи. Поздравляем Чангука! Порой они однозначно хотят друг друга съесть. Чангук присоединился к Оливии Родриго и Lil Nas X, став одним из немногих артистов этого десятилетия, чей дебютный альбом содержит более 3 песен с 1 миллиардом прослушиваний на Spotify. Пусть эти два очаровательных хулигана поднимут вам настроение в последнюю неделю лета. Тэхён и W Korea. Все предзаказы распроданы. Тэхён, король самоменеджмента, полностью распродал сентябрьский выпуск W Korea, как в Корее, так и за ее пределами. Первая обложка Тэхёна после военной службы стала настоящим хитом как на внутреннем, так и на международном рынке, подтвердив его мировую популярность. Сентябрьский номер W Korea с Тэхёном на обложке вызвал взрывную реакцию у глобального фэндома сразу после анонса. В фотосессии, сделанной всего через месяц после демобилизации, Тэхён продемонстрировал безупречные визуалы и заслужил звание короля самоменеджмента. 5 числа W Korea опубликовал в официальных соцсетях тизер-видео с подписью «Очаровательные одинарные веки, родинка на губе, томный голос». Визуал,
который захватывает внимание одним лишь появлением. Кто этот загадочный человек? Завтра мы раскроем главного героя обложки. Видео быстро превысило 20 миллионов просмотров и вызвало огромные ожидания. С началом предзаказов все 6 версий обложки, а также сет-версия, мгновенно раскупились на Webos. Журнал занял первое место по предзаказам на K-Town for You 2 недели подряд, а британско-европейская K-pop платформа Repub также сообщила о полном sold-out всего за 10 дней после анонса. На корейских онлайн-платформах Kyobo Bookstore, Aladdin, Yes24 журнал занял все 6 первых мест в категории «Журналы в режиме реального времени» и лидировал в ежедневных чартах с 1 по 8 места. В Японии реакция была не менее горячая. На Rakuten он вошел в топ-10 бестселлеров в категории K-pop журналы и фотобуки, а на Q10 Japan журнал Taehyun занял целых 17 мест из топ-20. Кроме того, он доказал синдром Тэхёна, заняв первое место в чарте бестселлеров Universal Music Japan. Он не просто айдол. Тэхён — это личность, которая своим примером напоминает: верность себе, труд и искренность всегда находят отклик. И именно поэтому миллионы сердец следуют за ним. Как же ему идет этот цвет волос? Шестиметровый малыш его высочества Чангук осветит Еида. В честь дня рождения Чангука китайские поклонники подготовили поздравительный проект беспрецедентного масштаба. Крупнейший китайский фан-клуб Чангука Jungkook China сообщил, что 1 сентября в Сеуле на территории Land Cruise появится гигантская инсталляция, посвященная артисту. На площадке у станции Еинеру, выход 3, будет установлена 6-метровая надувная фигура «Малыш его высочества», а рядом с ней огромная светодиодная вывеска 0901 Happy Jungkook Day, которая будет сиять днем и ночью. Проект повторяет прошлогоднюю акцию Jungkook China, которая вызвала большой резонанс. Ожидается, что и в этом году место соберет множество поклонников. Кроме того, с 30 августа по 1 сентября фан-клуб организует тематическое кафе «Праздник дня рождения Чангука» в Лонбро 378 напротив заднего входа в штаб-квартиру Hype. Там будут представлены кастомные держатели для стаканов, двусторонние баннеры и постеры. Помимо корейских проектов, Jungkook China проведет специальные выставки Jungkook Zone в 8 городах: Шанхай, Пекин, Чунцин, Ханчжоу, Тайвань, Чэнду, Шэньчжэнь и Шаосин. Там экранные рекламы, скульптуры, фотозоны, баннеры, а также украсят лифты и эскалаторы изображениями Чангука. Также, в честь дня рождения Чангука, фан-клуб устроит грандиозные фейерверки над рекой Хан в Сеуле и у побережья Хэунде в Пусане, демонстрируя впечатляющую фанатскую силу. Поговорим о поддержке Taekook и о том, какие они трогательные бойфренды. СМИ пишут, в пятницу компания объявила, что генеральный директор Ли Дже Сан зарегистрирован в качестве профессионального члена Академии звукозаписи, организации, которая вручает премию Грэмми. Профессиональное членство предоставляется старшим фигурам индустрии, включая продюсеров, журналистов, профессоров и руководителей лейблов.
Члены имеют право подавать заявки на рассмотрение в рамках Грэмми и предлагать изменения правил, что дает им прямое влияние на направление церемонии. В прошлом месяце 16 артистов и продюсеров, связанных с Hybe, были приняты в качестве новых членов с правом голоса в Академии звукозаписи. Участники BTS и их давний продюсер P-Dog уже присоединились к числу голосующих членов в последние годы, наряду с председателем Hybe Бан Шихёком. По словам представителей индустрии, скоординированные усилия Hybe по размещению руководителей, продюсеров и айдолов в рядах Академии отражают стратегию усиления организационного влияния с надеждой наконец-то привести домой статуэтку Грэмми. BTS уже добились всего возможного для корейской группы и для поп-звезды, от богатства до глобального признания, сказала музыкальный критик Им Хиён. Осталось только Грэмми. Даже инсайдеры Hybe в частных разговорах отмечали, что группа должна его получить. Музыкальные критики отмечают, победа на Грэмми завершила бы пазл наследия BTS. Но путь сложный, кей-поп до сих пор воспринимается как нишевый жанр. А вообще, желаю всем в жизни таких же крепких отношений, как пуговицы Чангука. Компания Compose Coffee была признана одной из 100 лучших франчайзинговых брендов 2025 года в категории кофе по версии газеты Mail Business Newspaper. Газета Mail Business Newspaper – это престижная программа наград, которая выбрала Compose Coffee как лучшую франшизу 2025 года после оценки 12,000 зарегистрированных франшиз в Корее. После назначения бренд-амбассадора Ви, Compose Coffee превзошла своих конкурентов по прибыльности с операционной маржой в 41%, что более чем вдвое превышает показатели конкурентов и заняла первое место среди отечественных кофейных брендов. Compose Coffee готовится к дальнейшему расширению в Юго-Восточную Азию после приобретения прав на управление глобальным франчайзинговым гигантом Jollibee Foods. Jollibee прогнозирует, что Compose Coffee станет его крупнейшим брендом по количеству магазинов, а глобальные продажи, ожидается, вырастут более чем на 40%. Ожидается масштабное расширение Compose Coffee на рынок Юго-Восточной Азии после того, как бренд инвестировал 6 миллиардов вон в декабре прошлого года в агрессивную маркетинговую кампанию, включая привлечение звезды Тэхёна в качестве модели. Эта стратегическая инвестиция преобразила имидж бренда из недорогого кофейного в премиальный. Чангук с фиолетовым оттенком волос. В каждом человеке есть своя уникальная вселенная, и именно мелкие детали, улыбка, взгляд, жест раскрывают ее тайны и делают его неповторимым. Возмущается так мило.
Почему это возвращение имеет значение? После того, как Джин завершил победный тур, который, похоже, стал еще более эмоциональным Spring Day, любовного послания группы своим поклонникам. Из Лос-Анджелеса мы знаем кое-что. Они готовятся к выходу нового альбома. И, что еще важнее, они снова смеются и улыбаются вместе, как видят фанаты. Мы не знаем точного уровня стресса, но многие фанаты отмечают, что группа гораздо менее напряжена и встревожена, чем в 2022 году. Появляются ямочки на щеках, смех и беззаботность, по которым фанаты так соскучились. Судя по фотографиям из Лос-Анджелеса, которыми они делятся, они будут держать нас в курсе событий. Итак, каким будет их новый альбом? И что еще важнее, какими они снова будут вместе на сцене? На своем первом воссоединении ребята намекнули, что возвращаются к истокам. А для фанатов это означает возможное возвращение к эпохе Dark and Wild, мощь и адреналин Danger. Или, может быть, и за ее пределами. В конце концов, именно BTS в ранние годы подарили нам Dope, Fire, Idol. Возможно, мы наконец-то сможем получить ответ на Хих, который нам тоже нужен. Скорбь и тоска I Need You и Run с причудливыми мелодиями Butterfly все еще требуют ответа. Фанаты ждут не просто песен. Они ждут, когда все семеро снова будут стоять плечом к плечу и петь, не обремененные бременем неопределенности. После многих лет молчания, слухов и обратных отсчетов, сам факт их возвращения кажется величайшим даром. Все остальное – приятный бонус. Такие эдиты очень радуют глаз. Кулинарный блог в Твиттере – это периловое масло, произведено методом холодного прессования из дважды промытых корейских семян перилы, благодаря чему в нем полностью сохраняются питательные вещества. Я использовал его как ингредиент в рецепте чангука, и в отличие от продукции крупных компаний, у этого масла по-настоящему выраженный ореховый вкус. Рецепт чангука. Ингредиенты – рамен, кунжутное масло, рис, соус булдаг, перец, приправленные водоросли. Рецепт. Разломите лапшу рамен на небольшие кусочки, добавьте поломанную лапшу, бульон и начинку, доведите до кипения. Добавьте соус булдаг по вкусу для остроты, рис и порошок из морских водорослей, а когда рис сварится, добавьте кунжутное масло и перец. Готово! Не мне одному пересматривать это видео 100 раз. Присоединяйтесь. Тот факт, что Чангук вернулся после того, как вошел в историю на чемпионате мира по футболу FIFA, и первое, что он и Тэхён сделали, это остановиться в частной вилле в Paradise Hotel, стоимость которой составляет 20 миллионов вон за ночь, просто чтобы провести время вместе, кажется мне немного безумным. Тэхён бросает свои очки на каждом выступлении с этой песней, как будто это часть хореографии.
Тэхёна Чангуки. Этот человек – мой тихий дом. Рядом с ним воздух становится теплым, даже если за окном метель из дел и тревог. Он слушает не только слова, но и паузы между ними, бережно укрывая то, о чем я не умею говорить вслух. С ним простые вещи светлеют. Чай пахнет глубже, шаги звучат уверенней, а молчание вдруг перестает пугать. Чангук о Тэхёне. Он не обещает вечность громко. Он делает ее заметной в мелочах. В том, как подает ладонь, как возвращает мне дыхание после длинного дня. Этот человек – мой комфорт, мой свет, в котором я наконец вижу себя ясно. В мире парней он – джентльмен. Контекст мем-сценки, которую повторили Тэйкук. Иностранец направлялся в банк, но решил зайти в корейский магазинчик, спросить туда дорогу. Из-за плохого произношения его фраза превратилась из «Нанхёб банк» «Нангая Пюнхэнг» в «Ты красивый, Нама Юпины». Поэтому кассир ошибочно решила, что иностранец с ней флиртует. То, как они подхватывают волну друг друга, готовые тут же что-то внезапно разыграть между собой, всегда будет поражать. И Чангук выбрал такой оригинальный спешл-способ, чтобы закомплиментить Тэхёна. У Чангука самое удобное место для сидения. На протяжении всего эфира Чангук очень внимательно следил за тем, все ли идет как надо. Он несколько раз переспросил «связь в порядке?» «Да?». Также он упомянул, что сигнал LTE слабый, и с облегчением добавил «О, я вижу комментарии, значит все работает». Наш перфекционист. Смотря на тебя, у меня в глазах появляются сердечки. Я верю, что я здесь ради своих фанатов, которые любят, поддерживают и терпеливо ждут меня. Поэтому я хочу, чтобы они гордились мной и чувствовали себя особенными. Чем больше давления я испытываю, тем больше мне нужно вести себя естественно и быть собой. Чангук, интервью Vogue Korea о своей движущей силе. Второе место. Это так интимно. Они слишком друг на друга засмотрелись, а потом Чангук еле сдерживался, чтобы не залипнуть на руку своего прекрасного парня. Мы точно в раю. Первое место. Любимые щечки Тэхёна.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.